Всем привет и добро пожаловать! Сегодня я хотела рассказать, как я создаю свой шаблон в Illustrator и печатаю любые выкройки дома на обычном принтере. Мне такой способ печати очень удобен, так как я предпочитаю строить не от руки, а в электронном виде. Также подойдет тем, кто сам разрабатывает свои выкройки и нужно создать свой шаблон, дизайн и распечатать в формате А4. Если вы не хотите строить сами, то я добавлю уже готовый файл в Telegram. И давайте начнем. Открываем Illustrator, создаем новый файл. Нам нужно создать монтажные области. Одна такая область равна одной печатной странице. Но при печати у страницы есть поля, которые нам не нужны, поэтому наш размер будет 18 на 26 см. Справа нужно указать обязательно сантиметры, ширина 18, высота 26 и количество монтажных областей 36. И нажимаем «Создать». Лучше, конечно же, сразу сохранить. Теперь нам нужно избавиться от пропусков между областями. Для этого заходим в файл, параметры документа, редактировать монтажные области. Далее мы просто четко сдвигаем области друг к другу. Illustrator нам даже подсказывает, где находится пересечение. После этого мы просто нажимаем на курсор и возвращаемся в обычный режим. Теперь мы создадим дизайн нашего шаблона на одной странице и просто скопируем на все остальные монтажные области. Сначала сделаем прямоугольную рамку, так будет легче ориентироваться при склеивании. Нажимаем на самый угол монтажной области и вводим наши параметры. Далее мы создадим номер нашей страницы, нажимаем на текст, вводим А1 и можем поменять шрифт Кегль, выравниваем по центру страницы. Теперь перейдем к линейкам. Выбираем инструмент линия, нажимаем на области на одном уровне с текстом и ставим длину 5 см и угол 0 градусов. Отдельно нарисуем линию высотой 0,3 см, поставим к началу отрезка на пересечении, выбрав его, нажимаем Enter, и нам его нужно сдвинуть на каждый сантиметр. Я ставлю по горизонтали 1, по вертикали 0 и нажимаю Копировать. Проделываю операцию несколько раз, последняя линия окажется в конце отрезка. Также я делаю линейку в дюймах. Все то же самое, только нужно временно поменять параметры на дюймы. Главное, не забудьте вернуть потом обратно на сантиметры. Теперь нам нужно все сгруппировать. Мы все выделяем и нажимаем либо Command-G, либо правой кнопкой мыши и сгруппировать. Теперь все наши элементы стали единым целым. Мы копируем и вставляем на все остальные области. Я делаю это по рядам. Сначала первый ряд и меняю цифру на всех областях. Потом второй ряд, меняю букву на первой монтажной области и делаю остальной ряд.
Важно, обязательно проверьте, чтобы все углы стыковались друг с другом и были на пересечении. Наш шаблон готов, не забудьте обязательно сохранить. На всякий случай я покажу, как помещать выкройку. Вы вставляете детали, располагаете как вам удобно, ее можно поворачивать, главное не увеличивать и не уменьшать в размере. Далее просто удаляем ненужные области и сохраняем в формате PDF. А теперь давайте сделаем тест. Нарисуем прямоугольник, например, размером 18 на 20 см на стыке 4 страниц, распечатаем и проверим размеры. При печати обязательно нужно установить либо масштаб 100%, либо у вас будет галочка «Фактический размер». После можно отправлять на печать. Сначала можем проверить длину наших линеек. Если слева 5 см, а справа 7,62, значит мы распечатали все верно. Теперь мы отрежем верхние и левые поля и склеим по контуру, аккуратно совмещая. Проверим размеры нашего прямоугольника. Как вы видите, все четко. По горизонтали 18 см, по вертикали 20 см. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!